Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 25 января, сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами денежный четверг. Этот день достаточно важный, мощный по своей энергетике. Также сегодня в вечернее время обязательно положите это под подушку на большую прибыль. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами 25 января не только Татьянин день. Мы всех Татьян поздравляем с их праздником. Желаем вам здоровья, благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее, яркое и интересное. Но и девочки и мальчики, также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня такое вот достаточно сильное полнолуние. Девочки и мальчики, полнолуние в знаке зодиака Лев. Вы знаете, Лев у нас с вами огненный знак, который отвечает у нас с вами и за семью, и за достаток, и за благополучие, и за деньги, и за карьеру, за коммуникации. Поэтому сегодня вам очень важно правильно провести этот день для того, чтобы в ближайшие недели в вашей жизни все стабилизировалось и было в гармонии и в балансе. Также не забудьте сегодня провести эту практику, потому что она поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной. И поверьте, сейчас из космоса идет достаточно большой поток энергии, информации. Поэтому обращайте сегодня особое внимание на те или иные знаки, которые могут вам сегодня приходить. Также обращаем ваше внимание, ввиду того, что у нас сегодня полнолуние, да, и оно достаточно сильное по своей энергетике, и соответственно, оно может вызывать определенные трудности. Почему? Дело в том, что некоторые люди не знают, как себя вести в полнолуние. И когда у человека очень много энергии, он начинает каким-то образом от нее избавляться. То есть это, как правило, люди, не понимая и не осознавая, идут на конфликты, на ссоры, на какие-то негативные помыслы и так далее. Поэтому сегодня ваша задача ни в коем случае не вести себя негативно. Ругаться хотят с вами, лучше развернитесь, пожелайте всего самого лучшего и идите своей дорогой. Это очень важно. Далее обращаем ваше внимание, что сегодня организм достаточно будет тяжело приспосабливаться, поэтому вам нужно в этот день, именно 25 января, быть внимательными к своему здоровью, старайтесь избегать вот излишней какой-то физической активности, потому что Луна, находясь в знаке зодиака Лев, в полнолуние может проявить себя какими-то не очень хорошими симптомами. Обращаем ваше внимание. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы были более терпимыми, более дипломатичными в общении с другими людьми. При этом это не только может быть на работе, это также касается и в отношениях в личной жизни. Кроме того, сегодня благоприятен день для самоанализа, для размышлений. Возможно, у вас сегодня придет понимание, осознавание того, как вы можете обрести внутреннюю гармонию и понять себя на более глубоком уровне. Кроме того, многих людей сегодня ждет вдохновение. У человека может сегодня проявляться творческие способности. Но ввиду того, что энергетики из космоса идет очень много, нужно быть очень внимательными к своим поступкам и к тем решениям, которые вы можете принять сегодня. Поэтому рекомендуем вам сегодня избегать любых рискованных действий и принимать решения вам нужно только на основе здравого смысла и разумного анализа ситуации. Не хватает информации, разберитесь, возьмите паузу, но не спешите. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Луна, когда находится в знаке зодиака Лев, наделяет каждого человека достаточно большой силой и энергией именно этого величественного знака зодиака, как Лев. Поэтому
Сегодня нам даны уникальные возможности для самовыражения, для того, чтобы каждый из нас увидел свои какие-то таланты, увлечения. Лев – это символ внутренней силы, это символ уверенности, поэтому полнолуние под влиянием именно этого знака зодиака будет способствовать раскрытию нашего потенциала и, возможно, даже реализации наших целей. Сегодня очень также хорошо приобщаться к искусству, к каким-то культурным мероприятиям. Возможно, вам нужна энергия для того, чтобы вдохновляться на создание произведений искусства. Это могут быть картины, это могут быть какие-то музыкальные композиции или даже литературные шедевры. Кроме того, полнолуние в знаке зодиака Лев активизирует нашу социальную сторону. Мы с вами можем ощутить вот сильное достаточно желание с кем-то поделиться радостью, вдохновением с окружающими людьми. Даже некоторые люди могут сегодня стать центром внимания и привлечь к себе поддержку. Также обращаем ваше внимание сегодня хорошо встречаться с друзьями, с теми людьми, которые вас любят, которые вас ценят, которые вас понимают. То есть если вы вот чувствуете, что вы не хотите ни с кем сегодня встречаться, особенно в вечернее время, то ни в коем случае этого не делайте, потому что ничего хорошего это не приведет. Также обращаем ваше внимание, что полнолуние у нас сегодня с вами наступит в 20 часов 54 минуты по московскому времени, поэтому пока не наступило полнолуние, потому что нас многие смотрят в первой половине дня, будьте немножечко внимательны и осторожны со своими эмоциями, с тем, что вы делаете, к чему вы спешите, стоит ли, лучше остановиться, лучше понять, осознать, что вам говорит высшие силы, что говорит Вселенная. Кроме того, обращаем ваше внимание, что именно полнолуние, оно оказывает очень достаточно сильное влияние на все живое на нашей планете. И именно фаза полнолуния влияет на наше физическое и на наше эмоциональное состояние. Поэтому сегодня уделяйте особое внимание своему здоровью, своему достатку, деньгам, благополучию, своим желаниям. Обращаем ваше внимание. Лев сам по себе это достаточно сильный и энергичный знак зодиака, который символизирует власть, страсть и креативность. И мы с вами будем ощущать сегодня не только прилив энергии, но даже некоторые люди проявят свои желания совершать какие-то великие дела. Но вы должны понимать и то, что вот такая энергия может быть непредсказуемой, поэтому важно балансировать свои силы и быть достаточно осторожными. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно стараться достигать гармонии между физическим и эмоциональным состоянием. Обратите сегодня на то, что вы кушаете, уделите время для физических упражнений, так как Луна в знаке зодиака Лев, она у нас с вами усиливает энергию и даже побуждает к активности. Также постарайтесь сегодня заняться каким-то своим любимым делом для того, чтобы использовать энергию Луны для улучшения вот того, что вы делаете. Обратите внимание на свои эмоции, на свое душевное состояние. Также обращаем ваше внимание, что старайтесь сегодня обрести покой. И вот если вы будете заниматься сегодня медитацией, йогой, возможно, это могут быть другие какие-то практики, это все вам сегодня будет помогать. Также сегодня нужно быть очень осторожными. В каком плане? Дело в том, что в полнолуние в знаке зодиака Лев, и вот имея такое вот сильное влияние, и у людей сегодня возможно появление какой-то эмоциональной нестабильности, резкого изменения настроения. Поэтому, как мы сказали в начале видео, ваша задача сегодня избегать конфликтов, ситуаций, которые могут вызвать повышенную напряженность. Также в этот день старайтесь стремиться к саморазвитию, самосовершенствованию и использовать энергию Луны для реализации своих целей и, возможно, своих каких-то мечтаний.
Также обращаем ваше внимание, так как ввиду того, что Луна находится сегодня до 20 часов 54 минуты по Москве в растущей фазе Луны и в знаке зодиака Лев, поэтому сегодня вот это мощное сочетание нам создает благоприятные условия для финансового успеха и для процветания. Поэтому Лев, вы знаете, это знак силы, это знак целеустремленности, лидерства, и ваша задача вот усиливать именно эти качества, и таким образом вы сможете открыть для себя и понять, что вам нужно, как вам нужно, к чему вам нужно прийти. Кроме того, сегодня полнолуние в знаке зодиака Лев приводит нам показывает нам дополнительные перспективы, возможности именно в деловой сфере. Поэтому сегодня идеальное время для того, чтобы представлять свои какие-то новые проекты, искать инвестиции, запускать собственный бизнес. А амбиции, уверенность в себе и решительность помогут достичь именно поставленных целей и добиться финансового роста. Обращаем на это ваше особое внимание. Если мы говорим сегодня о карте Таро, обращаем ваше внимание, что сегодня по картам Таро нас будут привлекать все красивое, все таинственное, и также каждый человек будет сегодня стараться стремиться к солнцу, к свету. И вы знаете, вот карта солнца, она символизирует у нас что? Новое начало, и это может быть у вас сегодня связано с любыми сферами вашей жизни, поэтому не ограничивайте себя. Если вам сегодня что-то новое предлагают, обязательно не думайте достаточно долго, но в то же время идите, узнавайте, встречайтесь, общайтесь. Какое-то коммерческое предложение приходит, не стоит его отправлять в долгий ящик. Возможно, это, знаете, это задел на ваше будущее. Также, возможно, вы сегодня общаетесь с друзьями, со знакомыми, с подругами, которые дают вам какие-то определенные знаки, подсказки. При этом они это делают неосознанно, а вы себе мотаете это на ус. Также обращаем ваше внимание, сегодня люди будут открыты, и многие люди сегодня даже вот будут стремиться к переменам. Вот прямо, знаете, вот такое будет ощущение, особенно во второй половине дня, что люди вот понимают и осознают то, в какой они находятся состоянии, в каком болоте иногда находятся, будут понимать и осознавать, что пора менять. И вот полнолуние в знаке зодиака Лев, она вот вскрывает вот эти негативные аспекты, в которых человек жил достаточно долгое время, и многие люди задумаются о том, чтобы написать какой-то план, написать какие-то свои мечты, желания, потому что как только вы начинаете это все прописывать, проговаривать, и в вашей жизни, соответственно, это все меняется. Кроме того, вы сегодня должны проявлять мудрость, придерживаться именно тех принципов, на которых строится ваша жизнь. Обращайте внимание на свое внутреннее настроение, на свои чувства, на интуицию, потому что именно вы должны в первую очередь чувствовать себя и понимать и осознавать, что вы хотите, как вы хотите. Не знаете, подумайте, не спешите. Это очень важно. Ну и давайте теперь, друзья, вернемся к Архангелу Михаилу, к совету на этот день, 25 января. И вы знаете, сегодня очень важный и, наверное, главный совет, который дает нам Архангел Михаил, заключается в том, чтобы каждый из нас всегда доверял себе, доверял своей интуиции. Дело в том, что каждый человек – это удивительные божества, вот именно божества, потому что мы бога-человеки, которые каждый из нас имеет уникальную мудрость, имеет внутреннюю силу. И, конечно же, именно это может позволить нам пройти через любые трудности, достичь благополучия. Поэтому не бойтесь выразить себя и следуйте своим истинным убеждениям. Кроме того, Архангел Михаил говорит нам о важности сострадания и любви к ближнему. Конечно же, это не проходящие ценности, но именно эти ценности помогут исцелить раны и преобразовать мир вокруг нас. Поэтому будьте создателем добра, радости вокруг себя, а также старайтесь поддерживать тех, кто нуждается в вашей помощи. Мы не говорим о том, что это обязательно должны быть деньгами. Не
всегда все соизмеряется деньгами. Помните об этом. Любое слово, сказанное другому человеку, может как поднять его на крыльях, также и опустить в бездну. Помните об этом правиле. Также не забывайте сегодня о словах. Слова, они являются великим источником вдохновения и поддержки. Поэтому ваша задача выбирать сегодня правильные слова по отношению даже к своему начальнику, коллеге. Если даже едете в общественном транспорте, старайтесь все делать сегодня с любовью. И вот полнолуние в знаке зодиака Лев поможет вам открыть многие моменты и аспекты вашей жизни. Друзья, ну и как мы обещали, ввиду того, что сегодня действительно денежный день, да еще и полнолуние в знаке зодиака Лев, в огненном знаке, в денежном знаке зодиака, да еще и Татьянин день, поэтому обязательно сегодня проведите одну простую практику. Но эту практику мы с вами можем проводить только в полнолуние, то есть в вечернее время. Помните о том, что сегодня у нас полнолуние, 20 часов 54 по московскому времени. Вам нужно взять один лавровый листик, только возьмите самый большой, самый красивый. Нет дома, у вас есть еще время, чтобы его купить. И далее, вечернее время возьмите фломастером, карандашом, ручкой, но только аккуратненько, чтобы не поломать. Если у вас есть живой лавровый лист, вы выращиваете дома, это вообще будет идеальный вариант. Что мы делаем? Берем лавровый лист и на нем рисуем знак бесконечности. Помните, да, это перевернутая восьмерка. И далее скажите: деньги в мою жизнь идут бесконечным потоком. После этого этот лавровый лист положите под подушку. На этой подушке нужно проспать целую ночь. После этого этот лавровый лист вы можете некоторое еще время носить в своем кошельке. Как только вы увидите, что он начал поломался, имеет какие-то уже изгибы, в таком случае вы можете выйти на улицу, желательно, чтобы это был солнечный день, и размять в руке этот лавровый лист и развеять по ветру. И в этот момент представлять, что вы приглашаете в свою жизнь только изобилие, достаток и благополучие. Друзья, вот такой у нас с вами замечательный, чудесный, великолепный день 25 января. Прямо сейчас в комментариях напишите: деньги в мою жизнь идут бесконечным потоком. Давайте вместе с вами запускаем энергетические процессы во Вселенной. И пусть каждому это вернется в приумноженном виде. Также, друзья, ставим лайк. Кто спрашивал касательно донатов, как можно помочь нам, нашей команде. Друзья, ссылка в описании есть к этому видео. Вы можете нажать и перевести любую сумму, которую вы считаете нужным. Нам будет очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.